Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, а это гайд по игре State of Decay 2. Выжив 50 дней на кошмарной сложности, я решил с вами поделиться своими знаниями. Но в этом гайде я расскажу вам о базовых советах и стратегиях, которые могут вам помочь преодолеть все испытания и стать настоящим героем в этом постапокалиптическом мире. Удачи и приятного просмотра. Первым советом будет: играйте на высоком уровне сложности. Кошмарно идеально подходит. Тут вы почувствуете хоть какое-то сопротивление и будете обдумывать свои действия. Второй совет — это выбор первых трех выживших. Это очень важно. Самые важные выжившие в начале — это медик, строитель и механик. Медик с прокачкой поможет меньше тратить образцов чумы для изготовления вакцины. Строитель, понятное дело, для базы, а механик — это просто золото. С его помощью в мастерской можно изготовить ремонтные наборы для машины. Третий совет – забор твой друг. Вам нужен высокий забор. Перебравшись через него, зомби полезут за вами и из-за проблем с вестибуляркой будут падать. И вы спокойно будете их добивать. И так вы можете разбирать толпы, перескакивая с одной стороны на другую. Помогает другим группам. За помощь выжившим вы будете получать влияние для торговли и других плюшек в игре. Обычно они требуют всякие мешки с припасами, но также могут попросить добыть генератор, очистить место, чтобы перебраться на новое место и так далее. Гнилики и крикуны. Не бойтесь и по мере возможности гасите этих тварей. За них хоть и немного, но дают влияние. Если крикуна можно сбить машиной, то гнилика ни в коем случае не сбивайте, а то КГ персу. Так что лучший способ — любой огнестрел или арбалет. Если вы попадаете в голову, то гниляк не взрывается, а если в пивной животик, то бубум. Этим можно пользоваться для отвлечения зомби, но это не всегда работает. Аванпост — это важно. Занимайте аванпосты. Во-первых, каждый день они приносят вам припасы. По мере улучшения аванпоста количество припасов будет расти. А во-вторых, можно занять аванпост рядом с местом, где вы собираетесь лутаться. И всю мелочь скидывать в аванпост, чтобы не ездить на базу. Единственное, мешки с припасами вам придется возить на базу. Арбалет имба. Если тебе в самом начале удалось найти арбалет, поздравляю. Ты потратил свое везение, которое копил всю жизнь. Можешь тихо ходить и зачищать здания и спокойно лутаться. И да, болты с небольшим шансом можно подбирать. Набор для вылазки. Перед выходом на вылазку я рекомендую вам и себе брать с собой хилки по желанию, но брать снеки, энергетики и так далее 100% надо, чтобы вдруг что, можно было бежать без остановки. Оружие кентам. Делитесь огнестрелом со своими кентами на базе, чтобы они могли защищаться, особенно во время орды. У них патроны бесконечные, так что можете не волноваться. Начальные строения. Изначально вам нужен медпункт. Если вашего выжившего куснут за попец, можно было его положить на койку, и заражение потихоньку уйдет. Потом вам нужна мастерская. Тут вы сможете чинить, разбирать оружие. На втором уровне мастерской вы сможете сделать арбалет хоть какой-то, а также болты для него и ремонтные наборы для машин, если у вас уже есть механик. Ну и всякие бомбы, молоты и так далее. Огород, который будет давать вам еду, которой постоянно мало. Дейбрик. Если у вас совсем нет огнестрела, то можно бесплатно вызвать торговца престижа. А этот престиж вы получаете, отбиваясь от торт компании, либо в режиме с волнами зомби. Вербуй выжившего с умом. Смотрите на их навыки. Зачем вам 5 лекарей? Залезть на машину. Очень интересно, что забравшись на машину, вас не могут доставить обычные зомби и дикари. Вам могут помешать только гнилики своим взрывом и джиггернауты, которые снесут вас с нее ударной волной. Зомби из воздуха. Будь осторожен, когда едешь на машине, потому что какой-нибудь подпивас может заспавниться прямо перед тобой и взорваться и подпортить тебе вылазку и выживание в целом. Стеклянная машина. Машины и правда тут стеклянные. За свое выживание я немало намучился, потому что у меня не было механика. А ремонтных наборов не хватало. Поэтому механика вначале взяли и берите с собой 2 ремонтных набора и 1-2 канистры с бензином. Уничтожение чумного сердца. Способов много. Например, можно залезть на машину и с помощью калаша расстрелять сердце. Вам понадобится примерно 80 патронов. Можно также залезть на машину и стрелять с арбалета. Тут уже болтов надо побольше. Я брал 100-120 болтов с запасом. А если вам жалко патроны и болты, можно взять энергетик, взять бомбы и разорвать нафиг это сердце. А если вы любитель ближнего боя, то можно взять тяжелое оружие, 2-3 дымовые гранаты и энергетик и фигачить. Но будьте осторожны, когда наносите много урона сердцу, оно выбрасывает облако чумы.
и какое-то недолгое время к нему нельзя подходить, а то будете получать заражение. Всем спасибо за просмотр, надеюсь мой небольшой гайд поможет вам в вашем выживании. Ну а пока можете глянуть, как я выживал 50 дней и увидеть все мои ошибки. До скорых встреч!